тот погожий февральский полдень 2026 года море у южного побережья казалось неестественно спокойным. Для этого времени года такая тишина была скорее тревожной, чем умиротворяющей. Обычно февраль здесь — это время седых штормов, когда ледяной ветер срывает гребни волн и бросает их на бетонные волнорезы, превращая береговую линию в кипящий котел из пены и мусора. Но сегодня природа словно взяла паузу. Тяжелая свинцовая толща воды затаила дыхание. Поверхность моря напоминала гигантское зеркало, подернутое легкой маслянистой патиной. Казалось, океан оберегает какую-то мрачную тайну, годами скрытую от человеческих глаз в своих холодных, безмолвных глубинах. Капитан небольшого прогулочного катера «Бриз», старый моряк Илья Степанович, стоял у штурвала, прищурившись от яркого, но холодного зимнего солнца. Его лицо, изборожденное морщинами, как старая карта навигации, выражало привычное спокойствие. За 40 лет службы он научился читать море лучше, чем газеты, и сегодня это чтение вызывало у него смутное беспокойство. Бриз неспешно шел в сторону порта, оставляя за собой ровный кильваторный след. Степанович уже подумывал о горячем чае в кают-компании, когда привычный ритм двигателя был нарушен. Путь к катеру внезапно преградил одинокий крупный дельфин. Это был старый самец, чье тело хранило следы множества схваток и испытаний. Но самой заметной деталью был его спинной плавник. Он был отмечен глубоким, зазубренным белесым шрамом, который отчетливо выделялся на фоне темной кожи. Животное вело себя крайне странно, нарушая все законы дельфиньего этикета. Вместо того, чтобы весело выпрыгивать в кильватерной струе, ловя поток и развлекая редких пассажиров, дельфин буквально бросался под форштевень. Он совершал резкие, ломаные движения, заставляя Степановича судорожно вцепляться в штурвал. «Черт тебя дери, дурная рыба!» — проворчал капитан, резко сбрасывая обороты двигателя до минимума. «Уйди с курса, под винты же попадешь!» Но дельфин не уходил. Напротив, он выныривал прямо перед самым носом катера, поднимая каскады брызг, и издавал странные надрывные звуки, которые сквозь гул мотора казались почти криками о помощи. «Степаныч, посмотри на него!» В рубку заглянул молодой матрос Алексей, парень 20 лет, для которого этот рейс был лишь временной подработкой перед дипломом. Его лицо было бледным от волнения. «Он же нам проход блокирует, словно специально на рожон лезет. Никогда я еще такого не видел, честное слово. Смотрите, он что-то толкает». Алексей указывал на темное пятно в воде. Дельфин, проявляя поразительную координацию, раз за разом подталкивал к борту бриза какой-то бесформенный предмет. Это была непонятная глыба, сплошь обросшая колониями ракушек, длинными нитями бурых водорослей и донным илом. Предмет казался тяжелым, он едва держался на поверхности, удерживаемый лишь упорством морского обитателя. Степанович, поддавшись необъяснимому чутью, которое моряки называют «шестым чувством», полностью заглушил мотор. В наступившей тишине было слышно только, как вода ласкает борта катера и как тяжело дышит дельфин, выпуская фонтанчики пара из дыхала. Старый капитан вышел на палубу и вооружился тяжелым багром. Дельфин, заметив человека, замер на мгновение. Его глаз, умный, почти человеческий, встретился со взглядом капитана. В этот момент Степановичу показалось, что между ними проскочила искра понимания. Животное издало пронзительный, вибрирующий свист, после чего медленно заскользило кругами вокруг катера, словно карауля свою находку. «Помогай, Лёшка!» — скомандовал капитан. Вдвоем они зацепили багром скользкий сверток. Он был невероятно тяжелым для своих размеров. С трудом подняв его на палубу, моряки отступили на шаг. С предмета стекала черная жижа, пахнущая солью, сероводородом и очень старым временем. Когда первая грязь сошла, стало ясно, что это старый кожаный портфель.
От долгого пребывания в соленой воде кожа задубела и минерализовалась, превратившись в жесткий каменный монолит. Ракушки-балянусы так плотно облепили его, что предмет напоминал фрагмент кораллового рифа. Степанович опустился на колени. Его руки, привыкшие к грубым канатам и ледяной воде, заметно дрожали. Он вытащил складной нож и принялся осторожно соскребать наросты с металлической бляхи на застежке. Латунь под слоем окислов сохранилась на удивление хорошо. Когда показались первые цифры и буквы, сердце капитана предательски пропустило удар. «Не может быть!» — прошептал он, и голос его сорвался на хрип. На потускневшем замке, выбитый промышленным способом, отчетливо читался бортовой номер. Тот самый номер, который Илья Степанович выучил наизусть 10 лет назад. Это был номер легкомоторного самолета Cessna-210, который бесследно исчез с радаров в марте 2016 года. Память — жестокая штука. Она мгновенно перенесла Степановича на 10 лет назад. Тогда он, еще полный сил, участвовал в масштабной поисковой операции. Погода стояла ужасная. Шторм сменялся густым туманом, видимость была нулевой. На борту того самолета находились трое. Пилот, опытный отставник Виктор Громов, и двое пассажиров, молодая семейная пара, летевшая на отдых. Исчезновение было внезапным. Ни сигнала СОС, ни обломков на поверхности, ни масляных пятен. В то время поисковая операция, в которой участвовали сотни добровольцев, военные вертолеты и десятки судов, не дала ровным счетом никаких результатов. Море словно разверзлось и поглотило маленькую машину целиком, не оставив ни единой зацепки. Спустя 3 месяца поиски прекратили. Дело было официально закрыто с формулировкой «пропали без вести». Семьи погибших остались в состоянии бесконечного ожидания, той самой страшной неопределенности, которая хуже любой, даже самой горькой правды. «Степаныч, что там?» — голос Алексея вернул капитана в реальность. «Это сумка Виктора», — глухо ответил Илья Степанович. «Пилотский портфель с борта 442. Мы его искали 10 лет, парень. Искали везде, кроме этого самого места». Он поднял голову и посмотрел на дельфина. Тот все еще дежурил у борта, мерно покачиваясь на воде. «Лёшка, живо в рубку!» — скомандовал капитан, поднимаясь на ноги. «Вызывай береговую охрану по закрытому каналу. Передавай наши точные координаты. Скажи, что найден объект, имеющий отношение к катастрофе 16-го года. И пусть высылают водолазов». «Думаете, они там?» — тихо спросил матрос. «Я уверен в этом. Этот дельфин не просто принес нам вещь. Он привел нас к могиле, которую мы просмотрели. 10 лет мы ходили мимо, а море молчало. Но сегодня оно решило заговорить. Я боюсь даже представить, что мы обнаружим на дне прямо под нами». Береговая охрана прибыла через 40 минут. За ними пришел спасательный буксир с оборудованием для подводных работ. Весь этот час бриз дрейфовал на месте, а дельфин со шрамом не уплывал, словно исполняя роль почетного караула. Когда на глубину спустили телеуправляемый подводный аппарат с мощными прожекторами, на мониторах в рубке спасателей начала проявляться жуткая и величественная картина. Как выяснилось позже, недавний мощный глубоководный шторм, прошедший в этих краях неделю назад, сдвинул многолетние пласты донного песка и ила. Течение, изменившее направление, обнажили то, что было скрыто под 3-метровым слоем осадков. На дне, на глубине около 40 метров, покоились остатки фюзеляжа. Самолет не развалился в воздухе. Судя по всему, Виктор Громов до последнего пытался посадить машину на воду. Ночью, в шторм, это было самоубийством, но он почти справился. Самолет вошел в воду под острым углом и сохранился на удивление целостным, став частью донного ландшафта. Внутри кабины, за заклинившими дверями, водолазы позже найдут то, что положит конец 10-летней боли 3 семей. Но сейчас главным было другое — осознание того, как эта находка стала возможной.
Биологи, позже привлеченные к этому случаю, строили разные теории. Одни говорили, что дельфины обладают невероятной эхолокацией, и их привлекает необычная форма металлических объектов. Другие утверждали, что животное могло случайно зацепиться за портфель, когда тот вымыло из кабины течением. Но Илья Степанович, глядя в последний раз на уходящий в глубину серый плавник с белым шрамом, знал правду. Дельфин, обитающий в этих водах и, возможно, бывший свидетелем той катастрофы еще молодым детенышем, десятилетия спустя решил стать тем самым немым свидетелем. Он ждал момента, когда море ослабит свою хватку, чтобы принести покой душам погибших и раскрыть тайну, которую бездна так долго и ревностно оберегала от мира живых. К вечеру небо затянуло тучами, и пошел мелкий колючий снег, характерный для крымского февраля. Бриз возвращался в порт, сопровождая колонну судов береговой охраны. На палубе, накрытый брезентом, лежал каменный портфель. Первая страница закрытой книги. Илья Степанович стоял у окна рубки. Он думал о том, что море никогда ничего не отдает просто так. За каждую тайну оно берет свою цену, и за каждое откровение требует уважения. Сегодня оно вернуло долг памяти. Старый капитан знал, что завтра об этом напишут все газеты. Будут интервью, расследования, заключения экспертов. Но в его памяти навсегда останется только одно — взгляд мудрого животного и пронзительный свист над пустой свинцовой гладью воды, означавший, что миссия выполнена. Дельфин больше не появлялся. Свою работу он сделал. Он передал эстафету людям, чтобы те могли совершить последний обряд и навсегда забрать своих близких у моря. А море снова стало спокойным, холодным и бесконечным, надежно храня в себе еще тысячи историй, которые нам только предстоит узнать. Дорогие друзья, если вам понравилась эта расширенная история, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские сюжеты выходят каждый день, открывая новые грани человеческих судеб и загадок природы.